Пожалуйста, вопрос. У меня много вопросов. У меня даже есть конспект, куда я буду иногда заглядывать, если вы не против. Если можно говорить немного громче. Хорошо. Я начну с вопроса, который интересует меня, и посмотрим, как будет дальше. Потому что есть много вещей, о которых я хотела бы поговорить. Я спрашивала о слове «опыт», которое вы часто используете в смысле чего-то, что необходимо преодолеть. И кажется, что вы соединяете идею опыта с понятием предубежденности, или догмы, или веры, что мешает проявлению творческого типа человека. Я не совсем понимаю это. Мне кажется, что невозможно совершенно... I don't entirely understand this. It seems to me that it would be impossible entirely to отказаться от опыта. Избежать опыта. Но я хотела бы обратиться к термину «опыт», потому что это такое общее понятие. Возможно, есть какой-то особый смысл, который вы связываете с ним. Что, возможно, чтобы описать последовательность сознания, присущую человеческим существам. Может быть, вы скажете что-нибудь об этом? Я не знаю, что вы подразумеваете под словом «опыт»? Я имею в виду представлять что-то. Да. И также человек может переживать опыт в соответствии со своей условностью. Если я буддист и преданный буддист, я могу иметь состояние, сознание, которое предполагается, имел сам Будда. Да, но кажется, что это особый вид опыта, не так ли? Да, поэтому я просто спрашиваю, что мы подразумеваем под опытом? Я могу испытывать гнев. Есть ли разница между переживанием и переживающим? Да, но это трудный вопрос. Как подойти к этой концепции? Потому что слово «опыт» в английском не имеет ясного смысла. Оно может значить как исправленное вчерашнее переживание, так и последовательность вашей сознательной жизни и ваше отношение к жизни. Или оно может значить что-то происходящее непосредственно. Но я думаю, что вы подразумеваете нечто, что создает прошлое как таковое. И как-то я помню, что вы описали желание как опыт, тогда как любовь не может быть опытом. Любовь нельзя переживать. Не могли ли вы объяснить, в чем состоит разница? Могли бы мы подойти к вопросу, кто вообще переживает? Будь то опыт чего-то воображаемого, или традиции, образов, воспоминаний и так далее. Вы понимаете? Вы спрашиваете, кто есть переживающий. Это трудный вопрос. Не так ли? Если спросить любого прохожего на улице, то он ответит, что сам человек. Да, я переживаю. Да, этот опыт принадлежит мне. Я имел опыт аварии сегодня утром. Я переживаю очень много вещей. Но тогда, если взглянуть на вопрос глубже, можно сказать, что можно различить различные формы опыта. Я могу, пожалуй, сразу назвать 3 из них. Есть опыт прошлого. Мы говорим о ком-то, что он опытный человек, имея в виду, что он много испытал. Еще можно сказать, что опыт
Это последовательность моего сознания от настоящего в прошлое. Последовательность сознания. Что вы подразумеваете под словом «сознание»? Хорошо, давайте подойдем к вопросу с этой стороны. И можно сказать, что сознание может быть разным, а само слово «опыт», мне кажется, зависит от того, говорите ли вы об обычной жизни, скажем так. Вы называете себе это слово говоря. Я делаю это, или я делаю то, и тогда это очевидно опыт. Но также возможен опыт, в котором вы сами не присутствуете. Так, вот оно. Но есть ли переживание, когда нет переживающего, который можно вспомнить и сказать, так было. Да, но мне кажется, что люди имеют то, что я назвала бы внеличностным опытом. Когда, к примеру, они смотрят на великое произведение искусства. Да. Я не уверена, тоже ли это, когда кто-то находится вместе с человеком, которого он любит. Я думаю, что эти два случая отличны между собой. Я хотел бы обратиться к этому вопросу, если можно. Кто переживает все это? Будь то обычные вещи или самые изощренные формы переживаний, или так называемые духовные опыты. Верно? Кто тот, кто всегда испытывает это? И переживающий отличается ли от переживаемого? Да, мы обычно считаем так, потому что человек верит в последовательность своей индивидуальности. Да, это общепринятая точка зрения. Но мы подвергаем это сомнению. То есть переживающий или мыслящий отличен ли от своих мыслей? Да, опять не согласимся с этим, потому что человек считает, что он управляет своими мыслями. А это предполагает, что я принимаю решение, я собираюсь с мыслями. Да, но это я, который управляет мыслями, отличается ли от своих мыслей? Он может дисциплинировать мысли, контролировать мысли. Он может сказать, это правильно, это нет, это должно быть сделано, а то нет. Но сам контролер, человек, который привносит порядок, отличается ли он от того, чем он управляет? Да, но давайте сделаем различие между обычным языком, языком юриспруденции, когда кто-то отвечает за то, что он сделал. Кто-то не может сказать, а сегодня я уже другой человек. В том смысле, что нельзя проявлять последовательность индивидуальности в обычном смысле. Но оставь это в сторону. Мне кажется, не нужно быть философом или религиозным мыслителем, чтобы понять, что человек противоречив и разделен сам в себе. Да, это так. И бывают случаи, когда одна часть не согласна с другой частью. В этом дуалистическом процессе есть ли разница? И мы опять возвращаемся к старому вопросу. Разница между добром и злом. Да, мне более фундаментальная разница. Сейчас сводится к этому. Я думаю, мне кажется, что это природа реального мира. Я знаю, тот реальный мир, в котором мы разделили добро и зло, мыслящего, переживающего от самого опыта. Да, и из этого следует, если вы проклинаете себя за что-то, то вы уже разделены. Я должен, я ставлю и все прочее. Это порождает разделение в человеке. Я хотел бы спросить, если можно,
переживающий или мыслящий отличается ли от того, что он переживает? Или мыслящий отличается ли от своих мыслей? Да, если это вопрос о том, как я думаю о себе, то я бы сказала, отбросив общепринятый смысл, обычный язык, что иногда да, а иногда нет. Я имею в виду, что иногда человек сознательно осуждает себя, разделяет себя. Но иногда нет ничего, кроме присутствия единого нечто. Judging oneself, dividing oneself. Yes, yes. Sometimes there's nothing except a single something or other. Single move. Единое движение. Yes. Единое нечто или сущность. I like to see is the experiencer. Не получается ли, что переживающий является самим переживанием? Well, it's sometimes. Да, иногда кажется это так. So, when we say I'm envious. Поэтому, когда мы говорим «я завидую», тогда есть разделение. Да. Тогда я стараюсь контролировать мою зависть, объяснить ее или оправдать ее, или подавить ее и так далее. Но я и зависть неотделимы от нее. Да, я думаю, что это так, и совсем нет. Есть две вещи, которые вы говорите. Судя по тому, что я читала, и как я поняла из нашей предыдущей беседы, это две вещи, о которых вы говорите, и я не понимаю, как их соединить. Я думаю, одна вещь есть, и это мне очень нравится, когда вы говорите, что я думаю, что если я думаю, что я завистливый и проклинаю себя, так как само слово «зависть» представляет что-то плохое, но если я вижу это, то отсюда я могу начинать с реального существа, которое полно зависти, а не с догматической идеей, которая не существует на самом деле. Эта мысль мне очень нравится. Но вы также говорите, что нет самого процесса, в котором можно становиться лучше. Вы говорите, что идея восхождения к добру – иллюзия. Это так. Возможно, вы можете объяснить, потому что мне кажется, что в одном случае вы предполагаете, что я должен начинать от чего-то другого, что не является моим стремлением быть независтливым. А в другом случае вы говорите, что процесса становления нет вообще. Да, для меня не существует психологического становления. Да, но это то, что я не понимаю. Продолжайте. Пойдем в это. Прежде всего, давайте начнем с этой точки. Мы разделили мир и самих себя на хорошее и плохое. Но вы ведь не отрицаете это? Я не отрицаю. Я просто смотрю на это. Плохое связано с хорошим? Или зло совершенно отлично от добра? И они не связаны между собой. Если не связаны, то добро является частью зла. Если вы спрашиваете меня, согласна ли я с этим, то я в этом не уверена. Мне кажется, мы думаем о добре и зле очень по-разному. Не так ли? Мы видим зло, переплетающее с добром, как в спектре, но мы всегда видим их отдельность. Да, последовательность зла. Последовательность плохого. Мы также думаем, мне кажется, о добре, как о неком совершенстве, находящемся вне этого мира. Я не знаю такого совершенства. Важно быть цельным, здоровым. Цельный, здоровый человек. Хорошо, давайте поговорим о хорошем, здоровом человеке. Это хорошее является частью плохого. Хорошее знает плохое. Является ли хорошее производным плохого?
Если она производная, тогда она остается частью плохого. Как родившийся ребенок остается частью матери. Да, некоторые люди говорят, что противоположности существуют только в взаимоотношениях друг с другом. Я спрашиваю, являются ли они противоположностями? Или совершенно иные? Да, есть совершенно ясное отличие между плохим и хорошим человеком. В этом смысле они совершенно различны. Но с другой стороны, в человеке хорошее и плохое так перемешано, что иногда трудно понять, что и что. Вот в этом я сомневаюсь. Вот что я хотел бы обсудить с вами. Я чувствую, для меня добро совершенно отлично от зла. Как и любовь, никак не связана с ненавистью. Да. Но в обычной человеческой реальности любовь переплетается со злом. Да, конечно. Но когда вы говорите, что любовь никак не связана с ненавистью, вы имеете совершенно другое понятие. Любовь не может иметь чувство ненависти. Никакого-либо отношения к ней. Она не объемлет, не превосходит ее. Подождите минутку. Позвольте задать мне вопрос. Соотносится ли это так же, как любовь и желание? Да, конечно. Вы считаете желание психологическим становлением? Да. А любовь? Нечто совершенно другое. Да, но теперь, как эти разные понятия соединить? Кто-то может спросить, почему это должно его касаться, что с этим делать? Это довольно просто. Есть конфликт. Если есть конфликт, а желание всегда приносит конфликт, то это не любовь. У любви нет конфликта. В любви нет чувства конфликта. Вы используете слово «любовь» в идеальном смысле, что не совсем свойственно. Нет. Я использую, скажем, пример, я не знаю, хотите ли вы войти в это. Мозг является центром желаний, чувств, беспокойства, боли, одиночества. Вы слышите? Сознание все это. Вера, страхи, печаль, одиночество, беспокойство. Все это, вы понимаете? Все психологическое. Да, психологическая структура. Весь ее беспорядок. Это мозг. А любовь не является частью мозга, потому что это вне его. Да, и это возвращает нас к тому, что вы сказали, что нельзя переживать любовь так же, как вы переживаете желание. Я не могу переживать что-то такое. Я имею в виду, что если я люблю, не в том смысле, когда мы говорим о ревнивой любви, мы говорим сейчас не об этом. Мы говорим сейчас об абсолютной. Или право, я не могу подобрать правильного слова. Но если я говорю, что я искренне люблю кого-то, в хорошем смысле этого слова, скажете ли вы, что это тогда не является частью психологического процесса? Да. Когда я скажу, я люблю вас, если я люблю именно так, но если есть хотя бы капля привязанности, капля ревности, или хотя бы тень конфликта, тогда это не любовь. Да. Хорошо, да. Я была воспитана как христианка, поэтому во мне заложен христианский взгляд на вещи. Хотя я не верю в Бога и божественность Христа, но я могу увидеть, что в христианстве есть идея божественной любви, совершенной любви, той, обычно которой мы не достигаем. А почему нет? Если я не ревнив, то у меня нет чувства привязанности к другому человеку. Это не значит отсутствие любви.
Привязанность и желание, я имею в виду в обычном смысле, что мы называем добродетельной любовью. Когда человек не причиняет вреда, раз он лишен чувства стяжательства и так далее. Но есть привязанность, я имею в виду, обычно, когда человек умирает. Подождите минутку. Это уже другой вопрос. Почему мы привязаны к чему-либо? Если я привязан к этому дому, меня здесь больше интересует понятие желания. Я имею в виду, мне кажется, что в желании стать лучше, хотя вам, возможно, не понравится эта фраза, но есть что-то хорошее, если мы очистить желание, и в любви кому-то мы чувствуем, что присутствует именно желание. давайте посмотрим на желание. Что это такое? Здесь опять можно сказать, что есть низшее и высшее желание. Нет, я спрашиваю, в чем происхождение, начало желания? Почему желание приобрело такое значение в нашей жизни? Желание, очевидно, связано с будущим. С будущим. Оно связано со временем. Конечно. Потому что я хочу чего-то, чего нет сейчас. Для вас возьмем какой-то пример. Я могу желать быть страшно богатой, или я могу хотеть достичь успеха в каком-то предмете. Играть на пианино. Скажем, добиться успеха в математике. Да, конечно. Нельзя ли сказать, что я люблю мой предмет, я люблю то, что я изучаю? Но я спрашиваю, что такое желание? Как оно приходит? Почему оно имеет такую власть над нами? Я имею в виду, посмотрим на монахов или на индийских святых. Вся система построена на подавлении желаний, на трансформации их. Да, трансформации. Мне кажется, это слово очень подходит. Трансформировать. То есть кто-то, кто трансформирует. Да, есть процесс трансформации, определенной дисциплины или тренировка. Да, что есть тонкая форма подавления, утонченная форма организации желания. Как когда мы говорим, что стремление к Богу – это хорошо. А стремление к богатству – плохо. Желание владеть – плохо. Поэтому мы не обсуждаем объекты желаний. Будь то Бог, власть, богатство, пост премьер-министра. Но что такое желание? Как оно оформляется в нас? Я не уверена, может ли быть любовь без желания. Если говорить о какой-то абсолютной любви, то, может быть, понятие желания можно совершенно исключить. И на человеческом, в хорошем смысле слова, уровне, если я хочу стать образованным или кем-то еще, Нет, это другой вопрос. но тогда есть противоречие между существующими условиями и воображаемым. Я говорю не о желании стать более лучшим существом, или желание стать хорошим ученым и так далее, а о желании как таковом. Мне кажется, я бы отказалась от этого вопроса, потому что я не вижу, как можно объяснить, что такое желание, не учитывая его различные формы. Я говорю, что я хочу этот дом, я хочу то и это, много разнообразных желаний. Но каково движение желания, происхождение его? Потому что мы или подавляем желание, или трансформировали его, или бежали от него.
totally control it. But again, who Но кто говорит? Но кто тот, кто контролировал? who says this good desire? Кто говорит, это хорошее желание, это плохое? This must be Это надо преследовать, потому что это полезно и так далее. So it's still Но desire. это все равно желание. Desire for God. Желание Бога или желание Desire денег. for money. То же самое, желание. And if someone says, И если кто-то говорит, что это хорошо, а это плохо, вы скажете, что это только желание. Да, надо понять само желание. yes, I'm not sure. Да, но я не уверена, что я могу понять это без разделения на хорошее и плохое. Давайте чуть-чуть отойдем в сторону. But perhaps I can Есть что-то за shift тем, our что вы говорите. There's something behind what you're saying. Now, You just now Вы said только что сказали, involves time. что желание подразумевает время. well, all right. Да, хорошо. I'm going to withdraw that now. Но я хотела бы взять назад это заявление There might be some и kind of сказать, desire which does not. что я думаю, что может быть такое желание, которое не включает в себя время. И когда вы полностью едины с объектом своего желания, Christian mysticism. я думаю, что это опять относится к христианскому мистицизму, что когда вы желаете Бога и едины с Ним, хотя я не знаю, что это значит, Your desire то is тогда ваше желание завершено и становится абсолютной любовью. Да, да. Но человек, когда он говорит, я хочу быть богатым, могущественным человеком, это все равно желание. yes. Да. One is for God. Даже когда цель соединения единства с Богом, это все равно желание. Yes, but you speak of desire as if it's something. Но вы говорите о желании, как будто это что-то, что надо преодолеть или оставить в сторону. Нет, я хочу понять его движение, процесс, его невыносимое бремя, его наслаждение. Or the pleasure of it. Yes, it's not always a burden. Да, это не всегда тягость, не так ли? Desire something. Я имею в виду, что если вы желаете чего-то, и вы голодны, и вы знаете, что скоро вы сможете пообедать, тогда желание связано с наслаждением, с удовольствием. Да, But Да, there's это something понятно. behind what you say, which Но I есть что-то за всем этим, что вы хотите сказать. Я не понимаю. Desire Я войду в exists это. only when there is Желание существует только тогда, identification with sensation. когда есть отождествление с ощущением. by sensation you then be involved Вы in не подразумеваете под I see ощущением. that lovely Я вижу красивый дом, want it. I я хочу его, есть желание его иметь. there's an actual physical. Вы имеете в виду действительно физическое желание, сопутствующее предмету, или что-то воображаемое. Оба. Sensation, then thought, creating Ощущение, meaning by owning. а затем мысли создают образ владения домом, а потом появляется желание. Да, хорошо, да. So Есть there is a некое kind of сенсорное sensory восприятие. aspect. Sensory aspect. Сенсорное восприятие, Yes. I thought then которому мысль затем придает образ. Yes, this doesn't mean, of course, that Это, конечно, не значит, что когда кто-то говорит, что я хочу быть образованным, это не значит, что он думает об этом все время, или что у него есть какие-то ощущения по этому поводу. Конечно, нет. Это означает, что вы продолжаете жить своей жизнью. Бывают моменты, конечно, когда у вас есть сенсорное восприятие, когда вы воображаете, как это быть образованным. when В sensation этот момент, has когда ощущение получает форму от мысли, then it becomes desire. тогда оно становится желанием. Это все, что я хочу сказать. Yes, but then Да, но тогда Good, bad, and Я не говорю хорошее, плохое или что-то еще, но желание само по себе. you say that love но вы говорите, что любовь отличается от love желания. is desire from pleasure. Любовь — это желание без удовольствия. sorry, say it again. Извините, повторите, пожалуйста. Любовь — это другое. Love is not pleasure. Любовь Love не is not удовольствие. desire. Любовь не желание. Yes. Да, хорошо. I Мне would want to хотелось think бы думать, glorified что desire очищенное желание
Извините, это совсем другой вопрос, который я пока ставлю в сторону. Мне также интересно знать, что вы думаете по поводу цели и энергии. Я думаю, что желание – это источник энергии, хорошее желание, есть источник хорошей энергии. Но давайте вернемся к этой идее хорошей любви, которая отлична от общепринятой. Мне кажется, что есть отличие между процессом и тем, что не является им. Это не процесс. Да, это не процесс. И вы различаете. Вы сказали, что это от творческой сущности, связанной с настоящим моментом. И отсюда, по вашему мнению, происходит возможность любви и истины. Да, да. Тогда как желание есть что-то беспокойное и вне этого. Беспокойно, но любовь не значит что-то статическое. Да, статическое. Это неподходящее слово. Как бы вы ее назвали? Она живая, это не просто. Это творчество. Я не исключающий ничего. Я могу любить вас. Но во мне также и есть чувство от любви. И я не связываю его просто с одним человеком. Но чувство любви совершенно отличается от чувства желания. Естественно. Но вы не ощущаете, не исключаете аспекты ощущения. Подождите, модель это медленно. Да. Как мы только что сказали, мозг является частью чувств, реакции, действия, отклики, вера, страх. Все это находится в этом центре, которое есть мое сознание. Содержимое моего сознания — все это. Бог или не Бог, мое знание, мои провалы, мои депрессии, беспокойство — все это. Во всем этом есть много противоречия, страха, сомнений. И является ли любовь частью этого? Я не знаю, скажите мне. Для меня лично нет. Но тогда, если любовь есть состояние человеческого существа, то есть творческое существо есть любовь, и тогда, если человек находится в этом состоянии, предполагаете ли вы, что в такой момент весь психологический груз, который накопил человек, и которым он является, отсутствует? Да, отсутствует. Но все равно он должен знать объект своей любви. Нет, подождите минутку. Я могу любить вас. Но это не универсальная любовь. Она не вселенская, она не ограничена. Она не исключает. Да, хотя в каком-то смысле, если кто-то любит, то он любит именно этого человека, а не другого. Но это не значит, что другие исключаются. Да, любовь не исключает. Любовь не исключает. Но есть некоторый выбор любви, если можно поставить вопрос так. Нет, слово «выбор» не подходит. Но нельзя любить всех. Может быть, Господь. Нет, я не хочу ловить Бога, понятие «любовь». Я использую слово «Бог» как фигуру речи. Возможно, есть идеальная любовь. Нет, я не стал бы употреблять и это слово. Не знаю, я очень против идеалов, идей и прочей чепухи. Я вижу точно, что любовь не связана с ненавистью. Любовь не имеет ревности и привязанности. Она не желание и не наслаждение. Не желание и не наслаждение. Я задам очень простой вопрос. Скажем, что вы интересуетесь другим человеком. В конце концов, сколько людей приходит к вам? Я интересуюсь.
Да, мы вас спрашиваем, считаете ли вы, что бывают такие моменты, когда человек выражает саму сущность любви, и не должна ли быть вся жизнь такой? I'm not sure, madam. Я не уверен, я совершенно не уверен, All the time. что это состояние может быть все время. Хорошо, хорошо. И вы думаете, Can love exist Может when ли there is любовь self-centered? присутствовать в эгоистическом интересе? Вот настоящий вопрос. нет, это будет несовершенная любовь. Давайте не будем такой касаться, это не любовь. I mean, Хорошо. when there is self-interest, can the other exist? Личный интерес настолько мал, Obviously cannot. Because что в нем не может существовать иное. Хорошо, вы не позволяете мне использовать слово «идеальное» или «совершенное». Я просто употреблю любовь в вашем смысле. Хорошо. Любовь исключает эгоистический интерес. Когда есть личный интерес, нет ничего другого. Да, вы видите что-то, что я очень хотела бы узнать. И все хотят узнать это. Это как измениться? Ну да. Как стать? No, wait a minute. No, wait a Нет, подождите минутку. Это действительно интересный вопрос. interesting question. Как выйти из ситуации, из чувства зависти? I'm envious. Я завидую. There is no difference Нет between разницы I and envy. I между мной и envy завистью. is me. Я завидую. Зависть — это я. Да, как мы говорили раньше, человек — это... Я хочу сказать, зависть — это я. Я не могу воздействовать на зависть, Because it's me. потому что это я. I know that's not, but Да, но вы можете стать менее завистливым. Да, но все равно я. Да, there продолжайте. is no question of Поэтому не suppression, стоит вопрос подавления, трансформации. Это просто я. Что я тогда делаю? Подождите, If подождите. it is me, Я уйду в I это. watch it. Если это я, то я наблюдаю. Very, Я наблюдаю очень-очень внимательно, не пытаясь вмешиваться. Значит, это вы, кто наблюдает за завистью. Нет, меня нет. Есть наблюдение. there's no you just Когда вы следите за птицей во сне, вы просто следите. Да, но наблюдение за птицей отличается от другого вида наблюдения. can I watch? Да. Is there a watching without Есть другой вид word? наблюдения. Есть ли наблюдение без слов, Watching without a без осуждения, просто наблюдать, не соглашаться, отвергать или сопротивляться? or resisting. Да, такое наблюдение возможно, но очень трудно. Подождите минутку. У нас есть завистливый человек. Он сам есть зависть. Когда он осознает зависть, наблюдает за ней, просто наблюдает. Наблюдает, Watching. наблюдает. Или является ею, скажем иначе, сознательно является своей завистью. Вы согласны с такой формой слов? Вы есть зависть. Но когда вы завидуете, бессознательно, вы не следите. Но затем может быть момент. Это то, что я говорю. Look, you're watching the precious, Скажем, вы смотрите на драгоценный редкий камень. and you're looking at the extraordinary delicacy, the bright light. Вы рассматриваете удивительную тонкость кристалла, его красоту, игру красок. Да, да. Таким образом вы смотрите на зависть. Exactly the same thing. Да, я говорю то же I самое. see the whole movement of it. Тогда я вижу все движения зависти, And so on. что есть сравнение и так далее, и так далее. Да, да. I watch it И так я наблюдаю за ней, interfering без всякой мысли, мешающей моему наблюдению. without there. That requires great Это требует громадного внимания, not concentration. не концентрации, Attention in а реального is внимания, not. в котором отсутствует я. Значит, No. вы выносите суждение. Да, Вы наблюдаете без оценки. конечно, у меня нет шкалы ценностей. Envy. You see Я more. не говорю, вы должны или не должны завидовать. This human beings Не говорю, что это морально или что-то в другом роде. Люди жили завистью тысячелетия. Но значит ли, что в результате такого внимания зависть исчезает? watching
Наблюдать с вниманием. Наблюдение есть внимание. Да, мне нравится слово «внимание». Вы воспринимаете без оценочного мнения. Вы не выносите морального суждения. Вы не говорите: я не должен завидовать. Да, это было бы слишком. Но не будет ли, я хотела бы сказать, целью и уж конечным результатом подобного внимания исчезновение зависти? Да, потому что в подобном внимании нет я. Да, хорошо. Я понимаю такое состояние бытия. Вы можете наблюдать его, вы знаете. Но тогда И это очень занятно. я хочу сказать, что я вижу связь со своим вопросом. Как не измениться? Это то, о чем мы говорим. Тогда это, если можно употребить старомодное выражение, есть духовная дисциплина. Но нет, я знаю, что вы не любите слово «дисциплина». Я не совсем люблю слово «дисциплина», потому что на самом деле слово «дисциплина» означает способность учиться, а не подразделять, добиваться. Научиться наблюдать, а не запоминать. Видеть все последствия, зависти, сравнения и прочего. И такое состояние внимания будет ли чем-то, что случается только тогда, когда вы медитируете, к примеру? Или оно должно быть все время? Все время, если вы наблюдаете, то если вы не позволяете ни единой мысли проскользнуть без внимания. Да, и это может существовать в любой работе, какой бы вы ни делали, хоть кондуктора. Это значит жить на других уровнях, в других состояниях. Должно быть состояние бытия, находящееся в постоянном внимании. Да, но вы использовали слово «медитация». Это слово, которое вы использовали сами. Я знаю, я использую это слово, но видите ли, медитация — это очень сложное понятие. Как бы это сказать? В медитации нет медитатора. Да. Но мы говорим, я должен медитировать, я должен следовать системе медитации. Должна быть практика, что означает желание, так как мы желаем достичь какой-то ступени. Да, это, мне кажется, в каком-то смысле неизбежно. Я имею в виду, что меня научили определенной системе медитации когда-то давно. И я практикую ее время от времени. Но мне кажется, что есть нечто во мне, что ищет в этом что-то лучшее. Когда вы используете слово «лучшее», это означает «больше», сделать неизмеримое. Больше, в том смысле, когда вы говорите об отсутствии дуальности субъекта. Я бы сказала, что нечто подобное случается при восприятии искусства. В тот момент, когда вы говорите «восприятие», вы уже... Хорошо. Я хочу сказать, что когда я смотрю на великую картину, если я действительно смотрю, то у меня нет. Да. Картина есть, конечно. Именно так. Когда вы действительно смотрите на что-то, то я отсутствую. И это будет образ любви, не так ли? В ней не может быть образа. Нет? В любви нет образа. Образ сотворен и проявлен мыслью. Да, я думаю, что трудно говорить об неличностной любви, потому что любовь происходит во времени.
И вам приходится бороться и думать, и планировать, и делать многое для любимого вами человека. Но все это будет действительно бескорыстно, хотя присутствие Бог делает все это. Конечно. Но я будет отсутствовать, объект внимания отсутствует. Но мне кажется, что вы должны постараться объяснить. Вы показали мне результат, не средства. Давайте посмотрим. Продолжайте. Средства и есть результат. Они не отличаются. Позвольте мне процитировать замечание Кафки, когда он сказал, что нет пути, а есть только конец. То, что мы называем движением, есть просто суета. Да. Да, я вижу, вместе с тем нет. Попробуем что-нибудь другое. Изменение предполагает будущее. Как вы сказали, не так ли? Отсюда сюда. Да, и воображение будущего. Да. Что такое будущее? Будущее — это продолжение прошлого, или измененного через настоящее. Это движение. Да, хорошо. Поэтому будущее уже в настоящем. Хорошо, продолжайте. Будущее в том смысле, что когда я изучаю язык, да, это хороший пример. если я изучаю язык, мне необходимо будущее, мне необходимо время. Да, необходима дисциплина и тренировка. Дисциплина и так далее. Мне нужно изучить язык. Все это хорошо, но психологически, внутренне, субъективно, которое есть я, мои воспоминания, это прошлого, видоизменяются в настоящем и двигаются в будущее. Не так ли? Все это целое движение нашей эволюции, нашего психологического бытия и так далее. Поэтому настоящее есть будущее. Потому что тот, кто я есть сейчас, будет таким же завтра, если я изменюсь прямо сейчас. Итак, настоящее содержит прошлое, а будущее находится сейчас. Настоящее. Настоящее — это то, чем я являюсь. Да, в каком-то смысле нет ничего другого. Но продолжайте. Это то, что я есть, включая мои воспоминания. И нет никакого будущего рока. Я продолжаю быть тем же. Но можно ли положить этому конец? Вы имеете в виду, если альтернативное состояние бытия? Да, прекратить все это движение становления, борьбы, достижения. Да, конечно. Философов всегда волновал вопрос бытия и становления. И как в платонизме, так и в христианской теологии бытие реально, а становление нереально. Мне кажется, это то, о чем вы говорите. Но я не хочу уводить себя в сторону. Я хочу представить картину того, о чем вы говорите. Итак, скажем, что вы изучаете язык. Вы знаете еще неправильный глаголов сегодня. Но на следующей неделе вы их выучите. Это человеческая жизнь, это неизбежно и вполне оправдано. Однако, в то же время вы способны уделять внимание всему происходящему. Конечно. Я уделяю внимание всему, что делаю сейчас. Да, сейчас. Поэтому сейчас содержит, Определенно сейчас содержит все время.
Yes, I mean your picture. Я имею в виду, вы описываете сейчас определенное состояние бытия. Нет, я не описываю. Я просто говорю, посмотрите, это происходит с человеческой психикой. Она двигалась в этом направлении всегда. Прошлое, превращающееся в настоящее и будущее, это цепь, не так ли? В которую мы пойманы. Я не хочу даже использовать слово «пойманы». Это то, что мы есть. Да, слово «пойманы» однако предполагает наличие свободы. Что так и другое важное слово для вас. Свобода, которая связана с правдой и с любовью. Но когда кто-то приходит к вам и говорит, я в ловушке, как мне из нее выбраться? Если вы в ловушке, давайте посмотрим, что это такое. Прежде всего, до того, как вы собираетесь из нее выбраться. Я хочу сказать, что я не имею в виду ту ловушку, которую мне надо учить неправильно глаголы в следующей неделе. Да, в следующей неделе. Да, это продолжается. Я имею в виду достижение безличностного состояния бытия. А что это значит? Будьте внимательны, вы желаете его, у вас есть представление о будущем. Да, я знаю, что сейчас я безлично, но я хотела бы прекратить это. Поэтому давайте поймем, что такое я. Вы не можете изменить или скорее уничтожить я. Или что бы там ни было, без понимания движения. А не изобретать цель. Но ситуация, когда кто-то смотрит на свою зависть, к примеру, мы согласились, что результатом такого внимания будет исчезновение зависти. Это означает, что я изменится. Имеет значение не прекращение зависти, а внимание само по себе. Тогда предположим, что я воспринимаю свою зависть, но продолжаю вести себя завистливо. Но осознанием того, что я делаю, будет ли это хорошим состоянием? Вы делаете с осознанием, что все равно является частью я. Нельзя формулировать условия, несовместимые с человеческим бытием. Мы представляем то состояние, которое свойственно людям. Да, мы люди. Да, мы люди. Мы живем в этом постоянном конфликте. Боль, печаль и все прочее. Верно? Это наша жизнь. Это наше свойство. Но приходит кто-то, вы приходите и говорите, посмотри, есть другой образ жизни. Можно не быть погрязшим во всем этом. И вы слушаете, старайтесь понять. Вы можете сказать, все это ерунда, отбросить в сторону. Но если есть взаимоотношения между вами и рассказчиком, как сейчас, когда я спрашиваю вас, что значит, что вы говорите мне, зависть это не любовь. Ее нельзя бросить в сторону. Наблюдайте, смотрите. Дайте ей возможность раскрыться. Не проклинайте ее, не трансформируйте ее, не убегайте. Просто наблюдайте. Что значит дайте ей ваше полное внимание. не будет ли результатом установка ее? Нет. Но почему же нет? Хорошо, давайте посмотрим с другой стороны. Я говорю об этом. Не будет ли разве хорошо для меня прекратить мою зависть? Нет, она придет снова, если я только прекращаю ее. Хорошо, но пока это все равно будет лучше. Я не хочу никаких пока. Да, хорошо, но мне кажется, вы исключаете элемент усилия. Я имею в виду, что вам не нравится слово «дисциплина». Дисциплина, мадам, как вы знаете, происходит от слова «учиться». Учиться, а не запоминать. Учиться видеть красоту этого кристалла. Я никогда не смотрел на эту драгоценность. Я всегда проклинал ее, рационализировал.
И сейчас я только наблюдаю эту драгоценность. Да, но то, что вы наблюдаете, это нечто драгоценное. И даже не важно, стоит ли это миллионы фунтов или нет. Но когда я смотрю на свою зависть, то это противоположность драгоценности. Это нечто плохое. Нет, я не осуждаю ее. Во мне нет духа осуждения или оценки. Я просто наблюдаю. Я наблюдаю за своим сыном. Я не говорю, Боже, он не должен быть таким. Я просто наблюдаю. Разве вы, скажите, к примеру, когда вы смотрите на картину и видите этот цвет, пропорции, грудь, картина — это хороший пример для меня, чтобы понять ту фундаментальную идею, о которой вы говорите. Но меня по-прежнему беспокоит то, что в этом полагаете, это какая-то идеальная модель бытия. Но остается тот факт, что человек находится в этом состоянии. Человек погружен в иллюзию. Полон иллюзий. Обманывание само по себе. Это так. Но я есть иллюзия. Я живу в иллюзии. Мое мышление, моя вера — это иллюзия. Снова иллюзия связана с корнем лудера. Я, значит, играть. Я играю с иллюзиями. Но почему это должно меня беспокоить? Скажи мне, почему я не могу наблюдать мою зависть и продолжать себя вести так же, как будто это меня просто развлекает? Хорошо, продолжаем. В этом есть конфликт. Есть какое-то чувство боли во всем этом. Разве вы не захотите, если вы видите, что тот, кого вы любите, находится в иллюзии, разве вы не захотите, чтобы этот человек изменился? Я пойду и поговорю с ним. Да, но значит, вы предлагаете иллюзию, вы предлагаете моральный совет. Нет, я скажу ему, посмотри, почему у тебя есть иллюзии? Да, но назвать их иллюзиями, это уже... Вы называете это иллюзией? Вы верите в Бога? Кто-то верит или во что-то еще? Хорошо, вот давайте держаться примера зависти, потому что это ближе. Кто-то не помнит зависть, вы знаете, как это бывает. У него есть то, он ищет, чем я, и так далее. Я знаю все это. Вы видите кого-то в таком состоянии и говорите: послушайте, зачем тратить свои энергии и беспокоиться о том, что совершенно не важно, тебе не надо этого делать. Но только в том случае, если он согласен слушать вас. В тот момент, когда не согласны слушать вас, вы уже... Но это значит, что вы научили чему-то. Нет давления, не хочу, чтобы он менялся. Я знаю, все хорошие учителя отказываются называть себя учителями. Конфликт. Вот реальная причина всего этого. Но предположим, кто-то находится в совершенном гармоничном состоянии, но крайне порочен. Это зависть, ревность, жестокость. Разве не может быть гармоничен такой человек? Предположим, что такой человек очень удачлив во всем, что он делает. Возможно ли гармония тогда? Нет, вы не можете быть в гармонии, когда одна рука у вас душит Ирландию, а другая рука в гармонии. Да, я согласна с вами. Я имею в виду, что люди правильно считают, что порочный человек находится в состоянии конфликта, а добропорядочный человек в гармонии. Добропорядочный человек и нет конфликта. Да, а порочный человек полон конфликта. И тогда это предполагает, что порочный человек совершил какую-то ошибку. Есть что-то неправильное в его представлении о мире. Поэтому, разделяя добро и зло, мы таким образом проводим различия между... Да, возьмем, к примеру, террориста. Человек, который убивает ради развлечения. Что-то не в порядке с этим человеком. Да.
Не называю его плохим или хорошим. Есть некоторое искажение, которое случилось с беднягой. Но вы хотели бы видеть гармоничную личность? Нет. Возможно ли прекратить конфликт в себе? Вот настоящий вопрос. Все конфликты. И таким образом вы готовы отказаться от слов «хороший», «плохой» и использовать слово «гармоничный» и «негармоничный». Только в этом смысле. Да. Но я бы не придерживался бы термина гармоничный, негармоничный, потому что в тот момент, когда прекращается конфликт, вы становитесь цельным. Это холистичный, всеобъемлющий образ жизни. Да, но вы все равно говорите в терминах добра и зла. Вы сказали о дуалисте. Давайте посмотрим на такого очень плохого человека, а не просто завистливого. Да, на такого, который убивает. Но тогда вам захочется, чтобы этот человек... Они обычно не слушают. Если бы они слушали, если бы они могли измениться, то насколько все было бы лучше. Мне кажется, мы подошли к концу. Возможно, мы достигли его. Я хотела бы продолжить, если ты не дальше. Может быть, после обеда? Да, пожалуй, пора остановиться. Хорошо. Я все еще пытаюсь сформулировать некий фундаментальный вопрос, который я никак не могу полностью ухватить. Возможно, я смогу задать несколько наводящих вопросов, чтобы приблизиться к нему. Идея обязанностей является фундаментальной в большинстве моральных систем. Как бы философы не спорили об этом. Люди учат обязанности с детства. К примеру, что они должны говорить правду, и что с ними будет, если они не будут говорить правду. Не напуганы. Идея долга. Я чувствую, что ответственность лучше, чем обязанность. Да, хорошо. Пусть тогда будет чувство ответственности. Потому что, конечно, эти два слова нужно представить в противоположном смысле. Ответственность, да. Потому что ответственность предполагает заботу, внимание, чувство общности с другим человеком. А не делать что-то просто потому, что вы обязаны делать. Или научены, или принуждены поступать так. Быть ответственным. Если я собираюсь строить дом, то я ответственен за это. Если я отвечаю за своих детей, то я отвечаю за них полностью, а не только пока они живут в моем доме. Я позабочусь, чтобы они жили правильно, получили воспитание. Вы следите? Безграничная ответственность. Безграничная ответственность. Да, я имею в виду, что мы подразумеваем обязанность долг по отношению к некоторым фундаментальным вещам, таким, как говорить правду. Говорить правду — это часть моей ответственности. Я не буду нечестен сам с собой. Давайте не будем беспокоиться о слове «обязанность». Но здесь мы имеем дело с тем аспектом человеческой жизни, с которым связана вся последовательность ее. Разве вы не согласитесь, что это повседневное занятие, моральная норма жизни общества? Разве вы не скажете,
что оно по сути совершенно отлично от того, о чем мы говорили сегодня утром, от любви. Да, да. Это совершенно отлично. Но я не вижу, в чем отличие. Я имею в виду, что я пытаюсь увидеть структуру. Я хочу увидеть это различие между обычной добродетельной и этой фундаментальной вещью. Можем мы начать с того, почему мы разделяем? Почему мы подходим к жизни, ко всем нашим поступкам, бизнесу, чему угодно, всегда разделяем на религию, любовь, ненависть, бизнес, мысли. Это все разделено. Почему мы поступаем так? Вам приходится иметь дело с жизнью каждый день. Да, но почему мне нужно иметь дело таким образом? Вы, кажется, чувствуете, что мы должны обладать абсолютно единой, неэгоистичной сущностью. Да, именно так. Ну тогда возьмем, к примеру, понятие правды или любовь. Что одно и то же. Если есть любовь, то есть правда и красота. Да, это так. Если смотреть с философской точки зрения. Но если кто-то... Нет, в практическом смысле. Если кто-то любит, в этом есть красота. И в этом не может быть неправда. Да, хотя красота более сложное понятие в связи с этим. По крайней мере для меня. Что беспокоит меня, это грань между любовью, фундаментальной правдой и обыденными понятиями правды и любви. Положим, я солгал. Я отметил про себя, что я солгал. Я отметил про себя свой гнев. Это честность. Это правда в обычном смысле слова. Я не прикрываю свою ложь блестящей мишурой. Я говорю, я солгал. Я был в гневе. Извините, я был жесток. Я думаю, что мы очень изощрены в сокрытии всего этого и не способны быть честны сами с собой. Да. И как это тогда связано с тем, что, мне кажется, очень заботит вас, преодолением конфликта. Ваши слова предполагают, что вы проводите грань между желанием и любовью. И затем вы ставите правду в центр, говоря, что это и есть любовь. Да, конечно. Да, но это нелегко соединить вместе. Именно здесь я предлагаю идею очищения желания. Это тоже не соединяется очень легко с обычной моральной доктриной. Это выглядит так, как будто у нас есть два представления о морали. Добродетельный человек, в обычном значении этого слова, он же является несовершенным, с вашей точки зрения. И разве не важно, я не могу подобрать слов, как это выразить, но когда я думаю о том, что вы желаете добра человеку, разве для вас не важно найти эту точку соприкосновения с ним? Да, я понимаю, послушайте. Я все же спрошу себя, или спрошу своего друга, почему мы разделены?
Вы хотите вернуться к метафизической стороне вопроса? Конечно, отсюда надо начинать. Вы чувствуете, что мы должны быть все время в самом начале? Да, все время. Да. Мне это нравится так же, когда вы говорите, что хотите чего-то нового. Не накопленных прошлых воспоминаний, а чего-то совершенно нового. Я часто спрашиваю студентов, почему мы разделены, раздроблены? Что случилось с нами? После миллионов лет эволюции мы по-прежнему воюем, убиваем друг друга. Вы следите за мной? Что-то не так с нами. Да, конечно, есть чувство конфликта и разделения, что плохо, так как ведет к борьбе. Но наряду с этим есть обычная линия развития, то, как мы познаем вещи. Это, собственно, не является плохим. Да, конечно. Я использую разум и вижу, чтобы я разделен на национальность, религию и так далее. Вы знаете, что происходит в Индии между арабами и евреями. Почему мы приняли такой образ жизни? Да, но я думаю, что есть обычный ответ на все это. То когда мы прекращаем что-то, после того, как объясним это другим людям. Но, мадам, мы никогда не делали этого. Мы никогда не прекращали разделение. Что мне делать, если я есть сын, а я еврей? Ведь это война, они воюют. Да, но вы не станете отрицать, что то, что вы хотите сказать, может иметь практический эффект в политике. Да, это имеет практический эффект в политике, в религии, повседневной жизни. Да. Вот почему я говорю, давайте не будем начинать с теории и всего прочего. Начнем с того, почему мы так разделены. Почему? Но мне кажется, что это риторический вопрос. Потому что мы можем рассмотреть определенную религию и увидеть ее взгляды, и как они отделялись, это общепринято. Таким образом, можно изучить христианство, но это все равно остается метафизическим вопросом, который, мне кажется, почти неразрешим. Все равно как спрашивают, почему есть люди. Можно только сказать, я не знаю. Хотя, конечно, те, кто верит в Бога, скажут, что Бог сотворил землю. А ученые называют другие причины. Да, потому что поэтому вы создаете метафизический вопрос, на который нет ответа. А я думаю, что все это очень просто. Я хотел бы спросить, а не разделена ли мысль сама по себе? Да, я думаю, что мысль разделена. Мне кажется, что это неизбежно в каком-то смысле. Я имею в виду, что то, что мы делаем сейчас, используя наш язык и концепции, слова, все это связано с выражением интереса к нашей жизни. Я хочу сказать, что это понятие необходимости интеллекта, выразить себя, используя язык и так далее. Интеллект не может быть цельным, неделимым, к чему стремились многие философы. Но вы в своем воображении, мне кажется, вы не позволяете искуплению мира, его присутствие в истине, любви. To allow, to put it this way, the redemption of the world. I mean, the bringing of the world into the center, into goodness, into truth. Yes, I say yes. Нет, я говорю, это должно быть так. Да, никогда невозможно избавиться от фрагментации. Но если вы понимаете, что я имею в виду. Хорошо, давайте искупать. Люди, почему они такие? Давайте искупим это. Не интеллектуально, но сам факт. Повседневный факт. Почему, откуда такая жестокость и насилие?
Well, again, when there are many Но это опять много причин. if it takes Ireland, Возьмите Ирландию, к примеру, мы видим много причин. Конечно. Есть исторические причины конфликта в Ирландии, но вы имеете в виду более глубокие вещи. Конечно, более глубокие вещи. It seems to me this I can't. Если кто-то спросит меня, Well, if somebody asks me я that, скажу, I would say что я не могу отвечать на метафизические вопросы. Но я могу сказать, why ought it not to be so? что почему все не должно быть таким, какое оно есть. Хотя мне приходится употребить слово «должно», хотя вы его не любите. Может быть, не совсем удачно, я пытаюсь сказать, что у нас есть представление добра, в котором мы выражаем наших мыслях и поступках в мире. Я понимаю. В надежде, что постепенно мы сможем сделать мир лучше и сможем уничтожить конфликт во всех его смыслах. Мы живем на этой земле, по прогнозам ученых, уже 2-3 миллиона лет. Эволюционируем. Или все такие же. Да? Я имею в виду. Посмотрите, что происходит. Но кто же может сказать, что нас ожидает в будущем? Будущее – это то, что мы сейчас. Если мы не сделаем что-то сейчас, мы будем такие же завтра. Да, но наша возможность сделать что-то сейчас очень ограничена. Мы можем сделать что-то с собой или с небольшой группой людей. Да, но мы и есть весь мир. Да, мы можем принять участие в политике, что даст возможность притворить что-то в мире. Я и есть весь мир, потому что мое сознание такое же, как и у всего человечества. Вы имеете в виду, что если вы можете делать это, то и другие могут делать то же самое. Если я изменюсь, я окажу воздействие на остальных. Да, но однако есть еще тот факт, что человек очень необъясним для достижения такого прорыва. Мы это не будем смешивать время, примешивать время в этот вопрос. Я человек. Мой образ жизни, мое мышление, мои поступки такие же, как и у всего человечества. Могут быть внешние различия, но глубоко внутри я все человечество. Конечно, не считая того, что вы очень необычный человек, но оставим это пока в сторону. Нет, я человечество, потому что все мы страдаем, мы все живем в аду. Поэтому я все человечество. Это истинная любовь. Да, но как это... Поэтому я покажу вам. Кто-то может сказать, хорошо, это вы сами по себе демонстрируете человеческие способности. Придите и присоединитесь ко мне, присоединяйтесь ко мне. Да, хорошо. Оставьте ваш маленький смешной национализм и все прочее, присоединяйтесь ко мне. Давайте будем свободны и посмотрим на мир иначе. И прекратим конфликт друг с другом. Вы знаете, муж, жена, все это происходит каждый день. Да, но я не могу утверждать, чтобы не поставить вопрос о том, какое влияние можно оказать таким образом. Если кто-то хочет учить людей, неважно, вы или я, если кто-то хочет оказать влияние на людей, чтобы прекратить этот конфликт, то необходимо быть вовлеченным в политику. И многие люди говорят сейчас, что заботиться о своей душе – это трата времени. Вы должны просто идти и помогать другим освободиться от страдания. Помогать другим людям. Посмотрите, что происходит с теми, кто помогает, и с теми, кому помогают. Вы можете видеть, что это не приносит толку. Гитлер хотел помочь. Будда говорил, что если страдают, надо прекратить страдания.
And look what they've done. Suffering is going on. Страдания продолжаются. Да. So when you think, so I Когда вы turn it round a думаете, bit so that I can get a bit more light. When you speak of когда вы говорите overcoming, о преодолении конфликта, преодолении страданий, Преодоление, а прекращение. yes. хорошо, прекращение. Are you thinking of Вы имеете в виду то, что буддисты назвали is this нирваной? anything like what a Buddhist would think of as nirvana? Apparently nirvana Нирвана from what I'm означает состояние, в котором отсутствует «я». a state in which the self is not. The self, in a sense, although А «я» в определенном смысле. come to that point, don't discuss Откройте это сами, не обсуждайте, что такое нирвана. I'll find out. Узнаете сами. Yes, I mean I would understand. Я понимаю, this as это так, meaning, что когда человек лишен эгоизма, is in a selfless condition, and the отрицание denial мира, of the world также is лишено для него всякого смысла. meaninglessness of That's what they've done. all these. Отрицание мира — это то, что делали священники. Deny the world. Yes, but then But I don't say deny the world. Я не говорю отрицать You мир. have to live. Наоборот, я говорю, должны в нем жить. I mean, Да, if one thinks of я это понимаю. Plato's image Как of the образ у cave, Платона, the когда человек выходит darkness and then из мрака gradually пещеры на свет. So, you know, he also Платон speaks также говорит о возвращении в пещеру, что я понимаю так, что после освобождения самого себя вам необходимо освободить других. that's the point. В этом все дело. The whole sense of bodhisattva. Все понятие бодхисаттвы. But Но не буду сейчас объяснять это. if you change Я fundamentally, спрашиваю, если вы изменитесь фундаментально, окажет ли это воздействие на человечество? Вы окажете воздействие на некоторое количество людей. Christianity is Посмотрите, how many христианство оказало воздействие на миллионы. Да, конечно. Я как раз хотела сказать, что в таких случаях, как пример с Христом, будь он вымышлен или нет, возможно сказать, что образ Христа изменил человеческой жизни. Поэтому я говорю, что через пропаганду люди изменились. Буддизм оказал влияние на всю Азию. has affected the whole of Asia. Да. Но вы хотите сказать, что тем не менее, I say, Я хочу let сказать, few of us work at this. пусть несколько из нас начнут работать над этим, и мы изменим весь мир. но я думаю, что у нас было много учителей, которые оказали громадное влияние, и которые провозглашали такую беспорочность, о которой говорите и вы. Freedom. Да, свобода. Свобода от «я». Что должен человек делать? Мне кажется, Oh, no, that Вот нет, нет. is want to do. Что надо, это сесть, Sitting down, talking, поговорить об этом, going to it, войти во все это. right? Naturally. Вполне естественно. And breaking down И разрушить барьеры, разделяющие нас. мне кажется, подошли к несколько другому вопросу. Вопросу о влиянии. I don't want to. Я не собираюсь на это влиять. That's the worst thing to happen. Это худшее, что может If I случиться. influence you, somebody else Потому что если я оказываю на вас влияние, с одной стороны, то может прийти кто-то другой, оказать влияние на другой. Но если вы видите что-то сами, то вы чисты. Да, хорошо. Можно согласиться, что это надо добиваться самому. Нет никакого смысла слушать кого-то другого, как нам поступать. Поэтому нет пропаганды. Это то, что теологи стали понимать сейчас. То, что Бога нельзя навязывать. Я имею в виду, что духовная жизнь каждый должен открыть для самого себя. В духовном мире не может быть авторитета. Да, Но сейчас все наоборот. Люди хотят авторитета. Ищут безопасность, власти. Да, хотя я сама не вижу, как открытие духовной истины может изменить весь мир. Мне кажется, у вас есть больше веры, чем у меня.
Нет, я не пессимист и не оптимист. Я просто ясно вижу, что если несколько из нас радикально не изменятся в своей психологической структуре, то мы будем катиться все дальше вниз. Вот и все. Да, я тоже согласна с этим. Если мир потеряет тех, кто озабочен его состоянием, то мир потеряет свою сердцевину. Да, это то, что я имею в виду. Есть очень много людей, которые серьезно озабочены этим. Но когда вы хотите, скажем прямо, вы хотите, чтобы было больше таких людей, но в то же время вы отвергаете традиционные методы, идею обязанностей, аскетизма и так далее, что всегда являлось частью подготовки людей, которые достигали этого состояния. Нет, для чего меня тренировать? Если я вижу правду, я придерживаюсь ее. Да, но я думаю, что у вас есть особый дар. То, что христиане называли милость Божья, то, чего нет у большинства людей. То, что вы достигаете легко, будет очень трудно для большинства людей. Да, возможно, так. Но я хочу сказать, что если употреблять слово «милость», что значит быть в состоянии воспринимать это, что значит не иметь конфликта, эгоизма, находиться в состоянии внутренней тишины. Да, я полностью согласна с этим. Да, не будем спорить о влиянии политики, потому что я понимаю вашу позицию. Мне кажется, что важно, что важно пытаться изменить среду, хотя я знаю, что это очень трудно. И мне хотелось бы вспомнить тот вопрос, о котором мы говорили сегодня утром. Хотя я все равно не могу до конца войти в него. Ваш вопрос связан со временем и фрагментацией, и то, что время есть разделение само по себе. Быть свободным от времени значит не двигаться вперед. Быть свободным, быть в состоянии любви и истины, не стяжать и не планировать. Если человек будет находиться в таком состоянии просветления, или как вы его еще назовете, будет ли он знать, что он в нем находится? Я думаю, что человек не будет знать. Но это проявится в его поступках и повседневной жизни. Но вы ведь признаете, что существует два совершенно различных планах бытия. И я хочу увидеть, как они соединяются. Нет, нет. Есть физический план. Но есть ведь еще психологический план, о котором мы говорим сейчас. Почему должно быть разделение между ними? Почему должна быть высшая психология, низшая психология? Да. Я имею некое искупление. Не имеет ничего, я понимаю. Психологическая суматоха происходит повсеместно. Это никого не удивляет. Посмотрите, получить искупление от кого? Если ожидаю этого от вас,
то я потерян. I'm not thinking of being Да, я не говорю об искуплении в христианском смысле. Я хочу сказать, что нечто, что раздробленное, стремится соединиться. Я использую образ Да, я понимаю. центра его частей. Я все время стараюсь открыть, увидеть, что уделяет жизнь очень хорошего человека, в обычном смысле этого слова. Человека добродетельного, бескорыстного, делающего много хорошего людям и жизнью в истине. То это абсолютно различно. Почему это абсолютно различно? Конечно, это так. Я хочу сказать, что это звучит просто как философское заявление, сказать, что это совершенно Я знаю. Вас это не беспокоит? Нет. Я — это очень тонкое, тонкое и хитрое явление. Я прячется и под лечением молитвы. Да, конечно. Оно может прятаться под любым благородным, как мы думаем, поступком, помощью человечеству. Я замечательный человек, которым все восхищаются, конечно, в кавычках. Поэтому, чтобы понять, что такое я, требуется наблюдательность, каждодневное внимание, а не просто сказать, что я свободен в какой-то момент, а необходимо внимание ко всему, что вы делаете. Да. Поэтому вы думаете, что если кто-то полностью вовлечен во внешнюю активность, то это не будет действием истины. Это самая опасная вещь. Глубокий покой всегда совместим с активной жизнью. Не так ли? Такая тишина не является продуктом мысли. Да. Эту тишину нельзя культивировать. Да, я верю в это. Тишина, покой, когда внутри нет движения. И это соответствует с тем, что вы говорите об бытие в настоящем моменте. Да. И вне времени. Вы знаете, медитация — это поразительная вещь. Я беседовал с различными людьми, кто медитировал в тибетской, индусской, буддийских традициях. Я скажу, что это все сознательное, намеренное усилие. Это не что-то, что вы делаете просто из любви к этому. Конечно, можно любить и оставаться эгоистичным. Но я имею в виду медитацию бессознательного усилия. Да, я думаю, любое средство для достижения добродетели может стать барьером. Абсолютно точно. Это потому, что люди ищут идолов. Тогда это конец. Это не медитация. Конечно. Если человек ищет не только примирение с желанием делать что-то, но тем не менее, это может принести пользу. Нет, я разговаривал с людьми, которые потратили многие годы. Я знал человека, который медитировал 25 лет, и он пришел ко мне, ему было около 70, он сказал: я потратил 25 лет, странствуя в джунглях, и все это время я обманывал себя. Ну, я думаю, его можно поздравить. Да, это показывает что-то. Он готов сказать то, что многие люди не хотят признать. Настоящую тишину нельзя культивировать. Ее невозможно достигнуть практикой.
Это должна быть тишина вашей обычной повседневной жизни. Это приходит как подарок, возможно. Нет, мадам, совершенно обычной жизни. Иначе какая ценность в тишине, если она не оказывает воздействия на вашу жизнь, если в ней есть конфликт? Да, конечно. Я постоянно хочу сказать, что связь с повседневной жизнью является важнейшей идеей. Если кто-то претендует на эту тишину, но ведет себя непорядочно в обычной жизни, то не появляется сомнения. Так же, как у меня. Мои собственные мысли на этот предмет находятся под воздействием Платона. И мне кажется, что вы говорите о том, о чем говорил он, об абсолютной отдельности идеи вечного и невременного. Вечность абсолютно отдельная от того, что мы обсудили это считаем благом, что на самом деле является идолопоклонством. Да. И Платон использует образ разрушения идолов. Если вы разрушаете образ идолов, вы двигаетесь дальше. И, конечно, он видел жизнь как странствие, с чем, я думаю, не согласны. Да, если вам нет образов, About anything, there's no self. тогда нет и я. Да, вы рисуете картину того, что духовные люди считали концом пути. Я думаю, что вы настаиваете, что каждый потенциально уже у этого конца, и что только Нужно быть осторожным с этим представлением. А как индусы верят, что есть Бог от маг внутри, это дает вам шанс освободиться, если вы сбросите оболочку невежества. Это предположение, а я не хочу предполагать ничего. Но я думаю, что это метафизическое понятие. Я именно своего его предположения, потому что я сама согласна с ним. Это только идея. Да, это метафизическое, религиозное предположение, хотя я знаю, мы не хотели бы использовать слово религиозное. Я только хочу сказать, что та концепция, которая культивировалась и стала традиционной, не может иметь смысла. Потому что, подумайте, у меня есть это представление, Бог во мне, и затем я иду и убиваю других. Да, конечно. Любая идея Бога в каком-то смысле идол. Это все, что я говорю. Да, да. Мы поклоняемся идолам, будь то рукотворным или сотворенным умом. Да. So that the Я вижу абсолютное разделение для вас. И, наверное, я вижу, что вы имеете в виду. Хотя увидеть обычную жизнь и жизнь в истине, увидеть вечное, живущее в настоящем, мне все еще кажется трудным. И вы настаиваете, что это вечное должно быть абсолютно отдельно от земных идолов. Абсолютно. Да. После всех поисков вечности, которые предпринял человек, Что не должно быть продолжением времени. Это совершенно другое. это конец времени. Да. Да. Когда я вспоминаю Платона, я начинаю понимать, что вы говорите. Уже 2:30. Да, нам нужно остановиться. Большое вам спасибо.